Всем здравствуйте, меня зовут Любовь, вы на моем канале Любовь Вязание. Сегодня предлагаю вам связать вот такого баранчика и овечку, кружочки, колобочки, вот они кругленькие. Это мини-версия из меховой пряжи и плюшевой пряжи. Мы уже с вами вместе вязали квадратиков. Вот такие. Вот как они смотрятся. Сейчас так их рядышком. Видите, насколько меньше получается мини-версии. И эти вот кружочки, они вот такие маленькие и кругленькие. Эти, те, что побольше, как квадратики. Вот такие плоские. И вот девочки. Ссылку на мастер-класс квадратиков овечки и баранчика я оставлю на видео и под видео, так как они уже есть у меня на канале. А сегодня с вами свяжем вот такую их мини-версию. Они тоже связаны из плюшевой и меховой пряжи. Вяжем тоже их с изнаночной стороны. Будет подробное видео мастер-класс. И эти овечка и баранчика, они на 16 столбиков. Вот, девочка у нас получается 6 сантиметров, 6,5. И мальчик, если вот с рожками, то 8 сантиметров. Можно одеть вот карабины, и будут такие красивые брелочки. Рассказываю, вяжем с нижней части. Вот начинаем с меховой. Вывязываем первую пару ножек, вторую пару ножек, мордашку, ушки. Это все цельная деталь. Если так свяжете, то девочка уже будет готова. У мальчика еще отдельно вывязываем рожки и пришиваем их. Для этих игрушек я использовала вот меховую пряжу. Это у меня Воланс Фокс в 100 граммах 120 метров. И также плюшевая пряжа. Стандартная в 100 граммах 120 метров. И всю эту пряжу вязала крючком 4 миллиметра. И давайте вместе с вами свяжем вот такую красоту. Берем меховую пряжу, делаем кольцо амигуруми, не очень большое, так как затягивать его неудобно. И ввязываем в это кольцо 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В первом ряду 6 столбиков. Этот хвостик переводим к себе, так как будем вязать по изнаночной стороне. Во втором ряду каждый столбик предыдущего ряда провязываем по прибавке. И в конце второго ряда получится 12 столбиков. Третий ряд. Вяжем 2 столбика. 1, 2 и прибавка.
Повторяем так 4 раза. В конце третьего ряда 16 столбиков. Четвертый ряд. В этом ряду будем вывязывать хвостик и ножки. Провязываем 2 столбика, 1, второй столбик вывязываю не до конца, меховую пряжу вот перевожу к себе, беру дополнительную пряжу, завершаем этот столбик, этот хвостик тоже перевожу вот к себе и вывязываем хвостик, 2 воздушные петли, 1, 2, во вторую воздушную петлю от крючка столбик без накида и соединительный столбик в сам столбик, из которого вывязывали, ниточку плюшевую тоже перевожу к себе и достаем вот плюшевую пряжу. Вот эти 2 хвостика плюшевых можно связать на 2 узелка, чтобы получилась такая закрепка. Так, эти ниточки в середине. Теперь 5 столбиков меховой пряжей. 1, 2, 3, 4, пятую не до конца, меховая снова к себе пряжа, завершаем плюшевой и вяжем первую ножку. 1 столбик с накидом не до конца, второй столбик с накидом не до конца и общая вершина. Снова плюшевую к себе и завершаем все меховой пряжей. Теперь 4 столбика меховой пряжей. 1, 2, 3, четвертый не до конца, меховую пряжу к себе. Здесь делаем свободную вот натяжку плюшевой пряжей, завершаем и снова вторая ножка, 2 столбика с накидом не до конца и общая вершина. Завершаем все меховой пряжей. И до конца ряда довязываем 3 столбика. 1, 2, 3. В конце 4-го ряда получилось 16 столбиков. Вот так выглядят ножки и хвостик. 5-й ряд. В этом ряду провязываем 16 столбиков. 2 столбика до хвостика, 1, 2, хвостик опускаем вниз и до ножки было 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5. Теперь вот ножка, между ножками 4 столбика, 1, 2, 3, 4, еще одна ножка,
И до конца ряда 3 столбика. 1, 2, 3. Получилось 16 столбиков. Ножки расправили. И теперь 6-й ряд. В 6-м ряду тоже будем вывязывать вторую пару ножек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-й столбик вот немножко распускаем. Ниточку к себе и завершаем плюшевой пряжей. Провязываем первую ножку, 2 столбика с накидом с общей вершиной. Плюшевую к себе завершаем меховой. Меховая 2 столбика, 1, 2 не до конца, меховую пряжу к себе, завершаем плюшевой и еще одна ножка, 2 столбика с накидом с общей вершиной, плюшевая к себе, завершаем меховой. И до конца ряда будет 4 столбика. 1, 2, 3 и 4. 16 столбиков без изменения. Вот как получается. Вы смотрите по своей плотности вязания. Возможно, вам нужно будет немного сдвинуть столбики, чтобы вот одна пара ножек и вот сверху вторая пара ножек располагались красиво. 7-й ряд. В этом ряду будем вывязывать мордочку. Вяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-й не до конца, вот довязали до ножек, и здесь нужно провязать, сразу меняем цвет пряжи вот на плюшевую и провязываем 4 столбика по ножкам. Вот 1, между ножек 2 столбика было, 2, это 3, и 4-й столбик, там где ножка, но его не до конца, плюшевую пряжу к себе и завершаем меховой пряжей и довязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Вот без изменения 16 столбиков. 8-й ряд. Вяжем плюшевой пряжей. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Меховой пряжей провязали вот меховую к себе. Завершаем 7 столбик плюшевой пряжей. И здесь уже провязываем плюшевой пряжей 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбик не до конца, плюшевую снова к себе, берем меховую пряжу так, чтобы она не затягивала наше вязание, делаем свободно здесь ниточку и довязываем 3 столбика. 1, 2, 3, 16 столбиков без изменения. В 9 ряду будем вывязывать ушки. Меховой пряжей вяжем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 столбик не до конца, меховую пряжу вот к себе, берем плюшевую пряжу, завершаем и вяжем ушко. Набираем 3 воздушных петли, 1, 2, 3 и провязываем полустолбик с накидом во вторую воздушную петлю. 1 полустолбик с накидом и в следующую 2 полустолбик с накидом. Получается такое ушко, соединительный столбик под столбик, из которого вывязали ушко. Вот, чтобы оно так красиво смотрелось. И теперь по плюшевой пряже вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Так, чтобы ничего не стягивало, я так поправила. 6 не до конца, плюшевую пряжу вот к себе. Завершаем меховой пряжей. 1 столбик меховой пряжей не до конца. Вот снова меховую так к себе и завершаем плюшевой пряжей, чтобы вывязать ушко. 3 воздушных петли, 1, 2, 3, полустолбик с накидом во вторую воздушную петлю от крючка, 1, полустолбик с накидом, 2, соединительная петля, плюшевую пряжу к себе и берем вот меховую пряжу. Провязали второе ушко. И до конца ряда остается 2 столбика. 1 и 2. 16 столбиков без изменения. Вот как все получается. Ушки потом так расправим. Вот. Так поправляем, и они будут вот смотреть уже вниз. Вставила глазки 10 миллиметров между 8 и 9 рядами. Плюшевую пряжу также вот отрезала
Теперь вот беру вот эту ниточку, которая перетяжка была, и за нее завязываю так узелок. Один и еще второй. Сделали закрепку. И следующий 10-й ряд. Это будет 8 убавлений. Убавления буду делать, вот завожу под столбик, вот показываю, вытянула петельку на крючок, завожу под следующий столбик, вторую петельку вытянула, и теперь вот эти 3 петельки провязываю одновременно. Первая убавка, снова вот петелька под, то есть крючок под один столбик, вытянули петельку, под второй столбик вытянули петельку, и 3 петельки провязываем одновременно. Вот 1, 2, 3. Так. И так довязываем до конца ряда. Будет 8 столбиков, и наполняем наполнителем. Вот что получается. И последний 11 ряд, тоже вот 4 убавки. Если вам неудобно делать, как обычно делаем, убавление, мне из меховой пряжи так неудобно. И я снова буду вытягивать вот одну петельку с одного столбика, и следующего вторую, и провязывать убавку. И так делаем 4 раза. Дозаполнили еще наполнителем, осталась маленькая дырочка. Вот, ну, и в этой дырочке теперь будем ее прятать. Можно попробовать вот за передние стенки каждого столбика. Меховая пряжа не всегда так получается. Получилось, стянули. И теперь еще закрепляем. Потом этот весь мех так можно расправить. И отрезаем эту ниточку. Свяжем из плюшевой пряжи рожки. Набираю цепочку из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем соединительный столбик 1. Во вторую тоже соединительный столбик. Далее 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Отрезаем хвостик такой, чтобы можно было пришить. И вот рожки так закручиваются. И получаются такие рожки. Теперь будем их прикреплять. Вот так они закрученные, и крепим булавками. Так, прикрепили и пришиваем. За основную деталь, за столбики на рожках. Снова основная деталь за голову. Столбики на рожках.
основная деталь. Столбики на рожках, вот как рожки закручиваются. Эти две ниточки можно связать на 2 узелка и спрятать в середину игрушки. И вот получился такой баранчик уже с пришитыми рожками. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!